Ребята, всем огромный привет! Всем привет из Гонконга! Вы на канале Big Trip Vlog. Сегодня в нашем выпуске мы вам покажем самые красивые храмы, которые находятся в Гонконге. Несмотря на пасмурную погоду, мы приехали в сад, который называется Нин Лиан. Это классический китайский сад, по которому мы с вами и прогуляемся. Сейчас мы находимся в одном из залов с экспозициями. Здесь выполнены различные китайские храмы, пагоды, выполнены в миниатюре, поэтому можно подойти, посмотреть, полюбоваться. Вот, например, Императорский дворец, который располагается в Пекине. Несколько лет назад мы там были и гуляли здесь. Сейчас мы оказались в саду, в котором камни сочетаются с растениями. Мы видим необычные деревья в горшочках посаженные. Очень красивый парк, красивый сад. Только что заходили в одну сувенирную лавку, вот за моей спиной. Там, к сожалению, съемка фото и видео запрещена. Но мы полюбовались и сувенирами различными, и украшениями, стоимость которых достигала 3-4 миллионов рублей. Но все они очень красивые, похожи больше на произведение искусства. Поэтому можно просто зайти в этот сувенирный магазин и ими полюбоваться как в музее. Как в музее, это верно. Этот китайский сад необычно сочетается с высотными зданиями. Посмотрите, они как раз за мной. И все вокруг такое зеленое, везде играет успокаивающая китайская музыка, чистота, тишина. Очень красиво. Мы, конечно же, воодушевлены этим садом. Рядом с садом, по которому мы с вами только что гуляли, находится женский буддийский монастырь, который называется Чилинь. Мы также сейчас здесь прогуляемся, посмотрим.
Монастырь построен полностью из кипарисового дерева, без использования гвоздей. В нем проживает около 60 монахинь, он действующий. Территория безумно красивая, очень жаль, что на улице пасмурно и не передать вам всю ту красоту, что мы сейчас видим, потому что кадр получается более мрачный, чем есть на самом деле. И посмотрите еще, сколько здесь произрастает деревьев бонсай разного типа. Очень красивое сочетание. Попробуем пройти внутрь, если это возможно, и посмотреть монастырь изнутри. Сейчас я поднимаюсь наверх и вижу, что за витриной находится статуя Будды золотая. Можно так подойти поближе, посмотреть, что у него стоят подношения в качестве фруктов, помыл, апельсин, там, яблоки. Очень плохо видно за стеклом. К сожалению, фото и видео не разрешены внутри, поэтому я сейчас зайду, но показать вам этого не получится, потому что нельзя. Друзья, где получилось снё, но это не главные скульптуры. Самые главные были в отдельном холле. Там стоят уже смотрители, там ничего не получилось снять. Но хочу сказать, что это нереально красиво, это что-то с чем-то. Настолько они красивые и настолько там, знаете, вот реально чувствуешь какую-то успокаивающую атмосферу, гармонию внутри себя. Везде вот эти вот красивые мелодии буддийские. Обязательно нужно побывать и в саду, и в монастыре, потому что и территория, и атмосфера, они просто воодушевляют. Как это все строили, как все это делали, понятно, отдельное уважение, но то, что это все еще и бесплатно, это, конечно, удивляет, потому что это красивые достопримечательности, которые стоят внимания любого туриста. Вокруг монастыря тоже интересная территория. Вся зеленая, тоже с деревьями бонсай. Побывали с вами в одном храме, сейчас направляемся в другой. Поедем мы на метро, станция метро Diamond Hill Station, и покажем вам, как пользоваться местным метро. Метро в Гонконге пользоваться достаточно удобно. Чтобы совершить разовую поездку, нужно найти автомат специальный, в котором нужно купить билетик. Также везде есть схема метро. Можете пользоваться Google картами, чтобы понять, в какую сторону вам идти и в какой выход выходить. Вот так выглядит автомат для покупки билета. Здесь мы выбираем станцию. Да, вот Wong Tak Sin. Нажимаем сюда. Вам пишут, что этот проезд стоит 5 гонконгских долларов. Да, одна станция нам всего лишь ехать. Поэтому можно либо монеты, либо купюры. Купюры только 10 и 20 долларов принимают. Все, после чего мы берем сдачу и берем вот такой вот билетик. Все очень просто. И еще раз совершаем покупку. Как я уже говорил, в метро есть везде схемы линии метрополитена. Также вот обозначены билеты. Местные жители все в основном пользуются картой Octopus. Она дает бесплатный проезд на всех видах транспорта городского. Но одиночные поездки, одноразовые, стоят от 4 до 62 гонконгских долларов. Не забываем сохранять билет до конца поездки. Он вам понадобится уже на выходе. Очень удобный
приятные запахи, такая чистота, кондиционер, великолепие. Самый быстрый способ передвижения, наверное, по городу. Проехали одну остановку. Также мы смотрим на Google картах, какой нам нужно выход из метро. Потому что бывают выходы A, B, C. Также они подразделяются на B1, B2. Поэтому очень удобно смотреть в Google, чтобы вам выйти именно с нужной стороны. Все, на выходе опять карточку опускаете и выходите уже в нужной вам станции. Сразу же на выходе из метро нас встречают огромные ворота в храм Вон Тайсинь. Также палаточки с сувенирами и с специальными подношениями, которыми вы можете в этом храме какому-то божеству преподнести. Храм Вон Тайсинь считается храмом исполнения желаний, а также храмом 3 религий. Это храм 3 религий: конфуцианство, буддизм и даосизм. На площади перед храмом расположены скульптуры, символизирующие китайский гороскоп. Я нашла уже своего дракончика. Он, мой красавчик, стоит. Кого-то, возможно, запах благовоний немного раздражает, но лично нам нравится, потому что очень многие несут эти палочки, которые дымят и излучают аромат. С одной стороны, люди о чем-то молятся, просят у богов, у Будды, загадывают какие-то желания, ставят палочки волшебные. А с другой стороны, люди совершают тоже похожий обряд. Они трясут палочки, из них потом одна выпадает, на которой что-то будет написано, и это... Внутри этой палочки есть бумажка, и на этой бумажке написано какое-то пожелание, да. То, что будет в будущем. И вот они все стараются вытащить очень удачное. Да, но не зря этот храм называется храм желаний. Как мы видим, здесь и желания загадывают, и что-то просят. Место очень-очень-очень красивое. Очень жалко, что погода только пасмурная. Мы в восторге, несмотря на то, что пасмурная погода, вы не представляете, насколько здесь яркие цвета, красные, желтые. То есть вот прямо именно китайские цвета, такие колоритные. И вообще очень здесь чувствуется атмосфера людей, они приходят сюда с улыбками, что-то загадывают, кто-то о здоровье. Такие молодцы, очень здорово. Здесь существует даже специальная инструкция, как нужно сложить пальчики и потом повязать на них веревочку. И вот все пытаются повторить этот несложный трюк.
На сегодня у нас было запланировано посещение еще одного красивого храма, но в связи с тем, что начался дождь, он усиливается, мы решили отложить эту поездку. Мы туда пойдем завтра, поэтому совсем скоро увидимся. Для вас прошло одно мгновение, а для нас целые сутки. На следующий день мы приехали в район Шатинь, это новая территория Гонконга, чтобы посетить монастырь 10 тысяч Будд. Сейчас мы начинаем восхождение к храму, и вдоль всего пути располагаются многочисленные статуэтки Будд. Причем все они не похожи друг на друга, они все разные. Здесь невозможно найти двух одинаковых Будд. Поднимаемся вверх по ступенькам. Можно идти либо по склону, либо по ступенькам, но в любом случае наверх. И нам придется преодолеть путь порядка 600 метров. Еще из любопытного, то, что этот монастырь называется 10 тысяч Будд, но на самом деле статуй Будды здесь немного больше, чуть более 12 тысяч. Но, видимо, округлили для ровного счета. И вот сейчас мы с вами поднимаемся, но пока еще не видно конца дороги. Вот мы поднялись наверх. На самом деле подъем может быть и крутой, но минут 20, наверное, мы шли. Не так много. Наверху открывается красивый вид, который чуть позже вам покажем. Ну и, конечно же, сам храм и пагода, которая здесь есть. Красивое, тихое место. Монастырь 10 тысяч Будд строили 10 лет. Сейчас я гуляю по территории. Не совсем правильно называть вообще это место монастырем, потому что сейчас это больше храм, потому что здесь не проживают монахи. И по сути мы видим здесь пагоду, очень много интересных изображений Будд, скульптур. Вход на территорию храма бесплатный. Читала, что вообще ухаживают за этим храмом сейчас местные жители. Как можно увидеть, здесь чистенько, облагорожено. Также помимо красивых скульптур можно выйти на обзорную площадку и посмотреть на высокие здания Гонконга. Эта скульптура очень красивая. Наверное, это скульптура Шивы со множеством рук. У обзорной площадки есть скамеечки. Можно посидеть, отдохнуть после сложной дороги к этому храму. О, смотрите, вы смотрите, смотрите, обезьяна, обезьяна! А-а-а! И китаец ее испугался. Как видите, в Гонконге тоже есть дикие обезьяны. Это забавно было увидеть, потому что Гонконг, знаете, такой, как мегаполис, как китайский Нью-Йорк, я бы его так назвала. И тут бегают дикие обезьяны. Обнаружила еще одно интересное место. До конца я его не поняла. Но, как мне кажется, это что-то похожее на кладбище.
потому что когда вы заходите, здесь что-то в виде сейфа, которые открываются. Здесь фотография и какая-то надпись. Так как люди здесь преклонного возраста изображены, я подумала, что это какие-то захоронения. Что здесь хранится прах этих людей. На заднем фоне женщина читает молитву. И знаете, это больше похоже на то, как она находится в состоянии медитации, от которого ей в дальнейшем придет какое-то состояние гармонии, успокоения. Очень красиво она его читает там вдали, пока мы тут любуемся скульптурами. И главной достопримечательностью этого храма является мумия монаха, расположенного в центральном зале. Этот монах построил данный храм, поэтому его очень многие почитают. К сожалению, внутри съемка запрещена, но у Кирилла получилось сделать пару интересных кадров. Все ради вас, все ради вас. Храм закрывается в 5 часов вечера, поэтому имейте в виду, чтобы заранее сюда приехать, потому что дорога из центра, она не близкая. Лучше всего добираться до метро, как это сделали мы. Ну а сейчас мы отправляемся на ужин и по пути покажем вам вечерние кадры с острова Гонконг. Мы пришли в кафе, которое специализируется на кебабах и индийской кухне. Вообще этих ресторанов очень много, это целая сеть, поэтому мы выбрали то, что находится в центре острова Гонконг и заняли свободное местечко. Заказали себе и кебаб, и курицу тандури, сами все это скоро увидите. Нам принесли уже наше первое блюдо. Это будет кебаб. Кебаб из курицы, чикен кебаб. Сама лепешка еще очень интересная. Как она называется? Джирос. Ну, это как греческая получается. Да. Ну, давайте попробуем, дальше поговорим. Что-то типа как пита. Ну да, что-то типа питы. Лепешка вкусная. И начинка на самом деле классная. Внутри еще много салата, лука. И мы сказали, что любим острое, но на самом деле совершенно не острое. Видимо, рассчитано все-таки на туристов, поэтому... Ну, мы потом еще попробуем наше главное блюдо. Ой, как у тебя аппетитно все падает. Вкуснятина, наверное. Угу. Очень много соуса. Там еще томаты, лук, зелень. А вообще, друзья, это, наверное, наша самая дорогая шаурма в жизни. Почему она дорогая? Потому что она в Гонконге. Стоимость порядка 75 гонконгских долларов.
Но здесь везде на все такие цены, поэтому это может быть даже какое-то бюджетное место, в отличие от других. Да, это правда. Мы пришли в сетевое место, которое специализируется на, как Том уже говорил, на кебабах, на индийской кухне. То есть это еще такой минимальный достаточно сегмент в плане цен. А еще здесь каждому столику приносят специальные соусы. Мы уже попробовали, и это какая-то фантастика. Каждый из них имеет абсолютно оригинальный вкус. У меня сейчас мятный соус. У нас здесь мятный соус, гарлик и спайси. Принесли наши горячие блюда. Рассказываю, какие. Так, здесь у нас чикен тандури, то есть это, можно назвать это шашлыком из курицы в специальном красном соусе. А также у нас еще одно блюдо, это лэмб масала. Так, лэмб вот у нас что? Это баранина. Лэмб это баранина, все верно. Также подается еще с лепешкой гарлик нан. Давайте сейчас немножко все положим. Очень любезный персонал, как вы видите. Также у нас есть лепешечка гарлик нан. Ну, нан это еще чиз нан, потому что здесь еще с сыром идет, и зеленью. В общем, вот такая вот лепендруха. Лепендруха я называю, да? Ну, выглядит вкусненько. Вкуснейшая, великолепно. Но и добавим. Все это дело мы еще немножко риском приправим. Рис длиннозерный, очень какой-то вкусный. Рассыпчатый. Да. Стоит добавить, что вот эти вот блюда как раз-таки стоят примерно по 100, да? 100 гонконгских долларов. Ну, чуть меньше, там 95, по-моему, что-то такое. Да, 90, 85, 90 в этом пределе гонконгских долларов за блюдо. Поэтому питание и жилье в Гонконге это отдельная статья расходов, поэтому... Зато очень много достопримечательностей бесплатных. Ну, давайте уже наконец попробуем. Так, курочку мы просто попробуем. Ну, нежнейшие. И вот это вот индийские специи. Не помню, как называется, но вот они в ней готовят все время. Получается немножко остро и такой вкус, конечно, ни с чем не сравнимый. Еще можно вот это вот масала, прям на лепешечку положить. Прям с лепешечкой. Великолепно получается. Мы, кстати, еще в качестве напитков себе заказали сегодня коктейли. Да, парочку коктейлей. У Тома это маргарита, а у меня негрони. Кто знает, что когда негрони, ставьте лайк. Мы заказали себе еще десерт. Это что-то типа сыра тофу в сладком соусе с изюмом. Давайте я сразу и попробую. Знаете, ты словно ешь, не знаю даже как описать, что-то типа творога. Да, типа творога, очень вкусненько. Также у меня здесь мой любимый чай масала. Чай с индийскими специями. Ну и здесь он, кстати, идеально. А еще мы взяли себе манго ласси. Кисломолочный напиток индийский. Давайте попробуем манго ласси. Здесь он как никогда густой, больше похож на йогурт. Но его очень приятно пить, особенно когда кушаешь индийскую острую кухню, потому что он уменьшает вот эту вот остроту. Вообще любые кисломолочные продукты, они уменьшают остроту, поэтому если вдруг вам попадается что-то острое, это вам на заметку.
Вода так не спасает, как если не очень много. Да, нас сегодня спасает индийский ресторан. Гонконг поражает не только своими храмами, но и своей вкусной едой. Все было фантастически красиво и фантастически вкусно. Увидимся с вами, друзья, в следующем нашем фантастическом выпуске из Гонконга. Не забывайте оставлять комментарии и ставить на лайки. До новых встреч, всем пока! Всем пока, ребята!